Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом нежнейшего шоколадного торта с вишней. Торт получается влажный, совсем не сухой. Здесь идеально сочетаются крем, шоколадный бисквит и вишни. Для начала приготовим бисквит. Сразу в отдельной мисочке смешиваем сухие ингредиенты. Берем 60 грамм муки, чайную ложку разрыхлителя, 30 грамм какао-порошка и 30 грамм кукурузного крахмала. Теперь в чашу миксера разбиваем 4 яйца. Я взяла яйца первой категории. Добавляем щепотку соли и взбиваем яйца примерно полминуты, чтобы они просто перемешались. Для замешивания такого теста при помощи моей кухонной машины Red идеально подходит насадка венчик. Далее насыпаем 120 грамм сахара и все хорошо взбиваем в пышную белую массу, чтобы яйца увеличились в объеме. При помощи своей кухонной машины я взбивала яйца до такого состояния примерно 6-7 минут. Теперь подмешиваем просеянные сухие ингредиенты, но не миксером, а лопаткой и не сразу, а в 3-4 приема. Делаем это аккуратно, чтобы яичная масса не потеряла свою воздушность. Слишком долго вымешивать тоже не нужно, иначе яйца могут сильно осесть. У меня на канале есть еще много рецептов вкусных тортов и десертов. Ссылочки на некоторые из них я оставлю в описании под этим видео. Посмотрите, какое воздушное шоколадное тесто у нас получилось. Теперь дно разъемной формы для выпечки застилаем пергаментной бумагой, маслом ее смазывать не нужно, и распределяем бисквитное тесто. Можно еще таким образом немного форму покрутить, чтобы при выпекании бисквит не поднялся шапочкой. Все отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Проверять готовность бисквита можно не раньше, чем через 25 минут. Иначе, если вы откроете духовку раньше времени, бисквит осядет и больше не поднимется. Посмотрите, у меня бисквит поднялся примерно в 2 раза. Готовый бисквит я оставляю в духовке на 10 минут с приоткрытой дверцей. Затем оставляю его остывать еще примерно 1 час в форме. Далее освобождаем бисквит от кольца и оставляем его на решетке до полного остывания. Тем временем можно подготовить начинку для торта. Для этого в сотейник выкладываем 300 грамм вишен без косточек, добавляем 2 столовые ложки сахара и провариваем ягоды после закипания примерно 5 минут. Далее откидываем их на дуршлаг и даем стечь жидкости. Этот вишневый сок не выливаем, он нам еще понадобится. Теперь приготовим крем. Для этого в чашу миксера наливаем 400 мл сливок жирностью 33%. Перед взбиванием я всегда отправляю сливки в морозилку примерно на полчаса. Для взбивания сливок используем насадку венчик. Начинаем взбивать сливки на небольшой скорости, постепенно ее увеличивая. Сливки нужно сначала взбить в пышную массу, которая еще стекает с венчика миксера. Время взбивания во многом зависит от качества сливок и мощности самого миксера. При помощи своей кухонной машины Red я взбивала сливки до такого состояния примерно 3 минуты. Теперь добавляем 80 грамм сахарной пудры и взбиваем сливки до мягких пиков. Последним подмешиваем 200 грамм творожного сыра, но не сразу, а постепенно по 2 столовые ложки, взбивая на средней скорости. Посмотрите, какой пышный крем у нас получился. Теперь можно собирать наш торт. Остывший бисквит разрезаем вдоль на 3 равные части. Толщина каждого коржа получилась чуть больше, чем 1,5 сантиметра. Далее кладем один корж на блюдо и заключаем его в разъемное кольцо. Пропитываем его оставшимся вишневым соком и покрываем сливочным кремом. Сверху распределяем половину вишен. Теперь накрываем вторым коржом, его мы уже пропитывать не будем. В десерте достаточно крема, чтобы торт получился влажным и вкусным. Снова покрываем кремом и распределяем оставшиеся вишни. Далее выкладываем третий корж и покрываем его тонким слоем крема.
Готовый торт убираем в холодильник для пропитки на 4 часа. Затем освобождаем его от кольца и украшаем шоколадной стружкой. У меня получился торт диаметром 18 см и высотой примерно 10-11 см. Это настолько вкусный, нежный десерт, что устоять перед ним просто невозможно. Я всем рекомендую его попробовать. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!